детский электроснегокат Red Snow Kids российского производства. Эксклюзивное предложение на рынке электротранспорта. Слушай, ну здесь он на такой скорости прям реально может потягаться даже с автомобилями. Да, запросто. Почему практически невозможно сжечь контроллер? Поднимай. Проведем полноценный тест-драйв и испытание на прочность. О, пошла. 91 килограмм. Давай. Поговорим об особенностях эксплуатации, хранении и многом другом. Какие эмоции способен подарить электроснегокат современным детям и какова цена для их родителей. Крутая машина. Нравится? Да. Все о новом детском электроснегокате Red Snow Kids в одном видео. И как всегда, никакой воды, только концентрат интересной и полезной информации. Запасайтесь вкусняшками, впереди очень много интересного. Детский электроснегокат Red Snow Kids разработан на базе снегокатов Nika Kids. Электрификацией, поставленной на поток в виде серийного производства, занимается компания Red. Если кратко, то электроснегокат – это плод любви обычного снегоката с электросамокатом. Это Митиша. Метис. А папа кто? Папа Нурка, мама Попера. Понятно, да. Если более развернуто, то взяли сани, спереди приделали руль с лыжей, сзади установили мотор-колесо, под днищем закрепили аккумулятор с контроллером и вывели на руль органы управления. В основе конструкции надежная стальная рама. Максимально допустимая нагрузка, рекомендуемая производителем, не должна превышать 50 кг. Но забегая вперед, скажу, что малыш получился довольно крепким и способен таскать на себе до 100 кг включительно. А вот насколько долго, это мы выясним на испытаниях во время тест-драйва. Собственный вес составляет 14,5 кг. И как его тащить, если сядет батарея, справедливо заметит большинство родителей. Как оказалось, все гениально просто. Легко? Вообще так. Отлично. Что касается удобства транспортировки, электроснегокат хоть и впритык, но все же вмещается в багажник далеко не самого большого автомобиля Hyundai Solaris. Габариты транспортного средства вы видите на экране. Оборудование на руле может отличаться в зависимости от даты выпуска модели. В моем распоряжении предпоследняя версия конца 2021 года с единственным элементом управления под правую руку – курком акселератора. Он же курок старта поездки, совмещенный с информационным ЖК-дисплеем. Длительное удержание верхней кнопки Power отвечает за включение и выключение питания электротранспорта. Нижняя кнопка Mode переключает скоростные режимы с 1 по 3. А кнопка питания при единоразовом нажатии позволяет отслеживать следующие показатели: пробег с момента включения, вольтаж, ампераж, статус системы, время с момента включения и общий пробег электроснегоката за все время его существования. Также в предпоследней версии существует возможность изменения скрытых параметров. Вход в меню настроек производится одновременным нажатием и удержанием двух кнопок. Что касается электроснегоката последней ревизии начала 2022 года, органы управления на руле расположены уже по обеим сторонам. Слева расположен замок включения питания с вольтметром, отображающим уровень заряда батареи, где значение 42 вольта аккумулятор заряжен полностью и 32 вольта полностью разряжен. С правой стороны руля установлена рукоятка акселератора мотоциклетного типа, отвечающая за старт поездки и поддержание скорости. Ниже удобный тумблер переключения скоростных режимов с 1 по 3. Тормозная система механическая, классический вариант базовой конструкции в виде двойной педали по типу гребенки. И здесь стоит обратить особое внимание на поверхность дорожного полотна для дальнейшей эксплуатации, так как от этого будет зависеть не только эффективность тормозов, но и управляемость в целом. Лучшим вариантом можно считать утоптанный снег. Здесь и тормоза отлично справляются со своей задачей, и маневренность довольно высокая практически на любой скорости.
Конечно, благодаря металлическим шипам электроснегокат поедет даже по льду, но сцепление с такой поверхностью будет значительно хуже, отчего увеличится радиус поворотов, время разгона на старте и длительность торможения соответственно. Само название электроснегокат определяет оптимальную среду для его использования. Это не снегоход на гусянке, так что глубокий снег и сугробы вообще не его стихия. И вот наглядный тому пример. Прям на нас можешь поехать? Сюда, в Сюда снег. сможешь поехать? Сюда, сюда. Давай попробуем. Так. Курок жми. Не едет? Глубокий снег. Застряла. Что касается возраста будущих райдеров, Red Snow Kids подходит для детей от 3 до 9 лет с ростом от 80 до 140 сантиметров. По факту мягкости поездки, сам принцип скольжения в своей основе не предполагает диванного комфорта. Видели ли вы когда-нибудь пружинки на коньках или лыжах? Единственная амортизационная пружина спереди предназначена для гашения ударов в руль и при нагрузке до 50 кг реально справляется со своей задачей. Задняя часть электроснегоката имеет сухую базу стандартных санок на широких лыжах, и единственным мягким местом является само сиденье. Амортизатор, установленный в задний рычаг маятникового типа с мотор-колесом, не придает мягкости в поездке, и регулируемая пружина в данном узле отвечает исключительно за силу сцепления с дорожным покрытием. Настройка производится вручную при помощи гайки. Чем больше вес, тем сложнее электроснегокату тронуться с места, и тем сильнее необходимо затянуть пружину, чтобы мотор-колесо лучше вгрызалось в дорожное покрытие. Кстати, если ребенок, высекая искры, захочет распилить напополам нашу планету, подобная конструкция рычажной системы поможет уберечь электродвигатель и контроллер от перегрузок. В случае пробуксовки мотор-колесо начинает прыгать, скидывая лишнее напряжение и вращаясь практически в холостую. Зубастая покрышка выполнена из полиуретана, а вкручиваемые шипы или болты, это уж кому как удобно, держатся очень надежно и в принципе являются расходным материалом. Откатав сезон, их легко можно заменить на новые. О, пошла. По заявлению производителя, установленное 8-дюймовое мотор-колесо имеет мощность 350 Вт в номинале. И чтобы узнать его максималку, давайте заглянем внутрь, а заодно оценим и качество сборки. Первым делом снимаем сиденье. Деревянная основа с мягкой обивкой. Похоже на что-то непромокаемое. Наклейка. Материал рамы сталь. Это мы уже выяснили при помощи магнитов. Но вот что интересно. Рекомендуемая нагрузка не должна превышать 50 кг, а грузоподъемность в 2 раза больше. Внимание! Указанная информация относится исключительно к базовой конструкции самой рамы снегоката Nikka Kids до электрификации. Далее термосумка из довольно прочного и, похоже, влагостойкого материала. Ее наличие обусловлено необходимостью сохранения тепла в аккумуляторном отсеке, дабы избежать быстрого разряда батареи в условиях отрицательной температуры окружающей среды. Итак, контроллер. Если верить маркировке 20 А и 36 вольт, при пиковых нагрузках максимальная мощность электроснегоката может достигать 720 Вт. А это реально круто для детского электротранспорта. Максимальную скорость замерим далее во время тест-драйва. Сам контроллер со всех сторон имеет силиконовые проставки, а вывод проводов полностью залит прозрачным герметиком. 36-вольтовый аккумулятор на 8 Ах также без нареканий. Ребята из Red заявляют о двойном слое текстолита внутри батареи под термоусадкой. И на ощупь АКБ действительно отличается жесткостью. Необычное и довольно интересное решение. За внутрянку от меня 5 с минусом. Минус за отсутствие термоусадки на соединительных фишках. А теперь конструктивная часть. Установка рычага на раму реализована с использованием полиамидных втулок. И за это отдельное спасибо, так как данный материал не ржавеет, не требует особого ухода, не разрушается в агрессивной химической среде, износостойкость лучше, чем у металла, способен гасить ударные нагрузки и, главное, полное отсутствие раздражающих скрипов. Гайки. Я уж думал, не доживу до того момента, когда на персональном электротранспорте производители начнут использовать гайки с нейлоновыми вставками. Просто, удобно и не раскручиваются от вибрации. По заявлению производителя, электроснегокат способен разгоняться до 25 км в час. Погрешность в большую или меньшую сторону всегда будет зависеть от веса райдера, а также угла наклона и качества дорожного покрытия.
У тебя какая скорость стоит? Первая. 9 километров в час. Он у меня 22. Ехал. Да? 22? На второй скорости. Прелестно. Ну это, наверное, с горки. Нет. На Нет? горку тоже. И на горку тоже? То есть он, в принципе, тебя даже, наверное, не чувствует. Запас хода Red Snow Kids по заявлению производителя может достигать 20 км на одном заряде и вновь будет зависеть от многих факторов. Осмелюсь предположить, что дистанцию в 20 км электроснегокат сможет преодолеть при соблюдении следующих условий. По ровной дороге из плотного снега с весом райдера до 50 кг в безветренную погоду при температуре воздуха не ниже минус 15 градусов и постоянной скорости в районе от 15 до 20 км в час. Как оказалось, далеко не все дети способны выдержать более часа езды по морозу, поэтому замер дальности поездки мне придется делать самостоятельно. км в час. Реально неплохо. 86 килограмм, друзья, тащит на себе. По итогу, как бы мне не хотелось замерить точное расстояние в километрах, финальные показатели будут приблизительными. Во-первых, потому что замер по GPS в парке выдает жуткую погрешность, постоянно сбоит, а телефон на открытом воздухе во время движения не выдерживает мороза и выключается. Во-вторых, мотор-колесо вращается быстрее, чем едет электроснегокат, соответственно увеличивая пробег по ПП в большую сторону. В общем, скажу как есть, за 1 час езды электроснегокат по родному одометру насчитал 13 километров до момента выключения с нагрузкой 86 килограмм при температуре минус 7 градусов. Что касается времени поездки с детским весом до 40 кг, электроснегоката хватает на 2-3 часа удовольствия при температуре до минус 12 градусов. Внимание! Заряжать электроснегокат после прогулки можно не ранее, чем через 2 часа хранения при комнатной температуре. Также необходимо исключить зарядку на улице при температуре ниже 0. Почему так и какова опасность последствий, вы можете узнать из видео «Электротранспорт. Полезные советы», пройдя по ссылке в верхнем углу экрана или нажав на соответствующую иконку в конце данного видео. Что ж, давайте подведем итоги и поговорим о цене представленной модели. На момент съемки видео стоимость электроснегоката Red Snow Kids составляет 39 900 рублей. Актуальную цену на момент просмотра вы можете посмотреть, пройдя по ссылке в описании к этому ролику на официальной странице магазина. На мой взгляд, производитель подошел к вопросу со всей ответственностью, и транспортное средство действительно готово к зимней эксплуатации уже с прилавка. Но есть и пожелания, и если у вас, дорогие зрители, есть что добавить, прошу напишите об этом в комментариях. Итак, производителю на заметку: выпустить серию детских электроснегокатов в комплектации полный фарш. Да, увеличится цена, но ценность, на мой взгляд, гораздо важнее. Друзья, вы только представьте, что на данный электроснегокат можно установить. Задний ход, ведь это действительно удобно, и это даже не мое личное пожелание. Почему здесь заднего хода нету? Вот хороший вопрос. Заднего хода нет, передний только. Задний ход прямо здесь. Наверное, как воздух нужен. Светошумовые приборы и дополнительная тормозная система на мотор-колесо – это жирные плюсы к безопасности ребенка. Плюс световые приборы позволят выходить на прогулку с ребенком после работы и школы в вечернее время. Именно зимой это актуально как никогда, так как с 16 часов уже начинает темнеть. Стальные элементы конструкции обработать антикоррозийным покрытием. Надежность металла – это прекрасно, так почему бы не сделать его еще и более долговечным? Сборку производить на уровне стандарта пылевлагозащиты не ниже IP67.
что обеспечит спокойствие клиента и реально снизит количество обращений в сервисные центры. С вами был Роман, испытатель электротранспорта и детский электроснегокат Red Snow Kids из магазина Геросмарт. Вы самые классные. До новых встреч на просторах Ютуба. Не забывайте подписываться на канал, ведь впереди, как всегда, еще очень много интересного. Смотри, вот Галиец смотрит на меня. Ждет, пока я опять туда поеду. Ай, Собакин, да. Выглядывает из-за сугроба. Сейчас тут видно максимум вот тут разогнаться. И то есть ехать от нее будет. Да и не надо. Не трогай ты ее. Прям смотрит на меня, типа. Хочешь проучить? Смотришь на меня. Давай, ты отважный, мы поняли. Да не туда. Куда ты, к собаке, что ли? Мне опять туда бежать? Нет, спасибо, хорош. Да, все равно. Да, мы за тебя переживаем. Давай. Да, смелый. Вот тебе и городской самокат. Перелом носа, сотрясение мозга и выбитые зубы. ПДД пишется кровью наших сограждан. Я прям устал, я офигел уже на нем ездить. Изнутри полилась вода. А он не складывается. Интересно, эти электросамокаты, это вообще законно?